Всем привет, мои дорогие подписчики, мои любимые котики. Рада вас приветствовать снова на своем канале. Сегодня тема нашего видео — то, как я просидела в детеншн, американской иммиграционной тюрьме, 37 дней. Сидела я в штате Техас, в детеншне, который называется Эль-Валли. Подавляющее большинство там было, это как бы женский детеншн, но у нас были также и мужские блоки. Итак, начнем. Про оформление я уже рассказала в своем первом видео, когда я более подробно рассказывала про бордер и про пересечение границы. Можете там по ссылочке посмотреть это видео. Итак, когда вас оформляют, описывают все ваши вещи, переодевают в форму детеншена, с собой ничего брать нельзя. Если вы принимаете какие-то медикаменты, говорите об этом сразу. Там будет небольшой медосмотр, когда вас принимают. И также задают необычные вопросы. Один из вопросов был, типа, не хотите ли вы причинить себе вред или сделать суицид? Всегда отвечайте на этот вопрос «нет», потому что была у нас одна девочка, которая ответила «да, я хочу с собой что-то сделать», потому что она подумала, что ее пожалеют и отпустят, ее не будут оформлять в детеншн. Но по факту, как все это выглядело? Если ты отвечаешь «да» на этот вопрос, то тебя сажают в маленькую холодную камеру, полностью тебя раздевают, дают тебе на липучке ночнушку, у тебя там есть только унитаз, и все, даже без перегородки. И 24/7 в маленькое окошко за тобой наблюдает офицер, что ты с собой будешь делать. Далее приходит психолог и с тобой уже ведет беседу. В общем, что с тобой случилось, почему-то у тебя такие мысли и так далее. Девочка эта сказала, что я ошиблась, я ничего с собой не хочу сделать, я просто думала, что вы меня пожалеете. И в итоге спустя сутки ее выпустили. Также при оформлении забирают все табачные изделия, то есть сигареты, айкос-стики, электронные сигареты, все это изымается, зажигалки, и все это выкидывается. Вот. В общем, что я вам хотела рассказать вообще про детеншн. Как пишут все в чатах, что это пионерский лагерь, что это какой-то кемп. По факту это оказалось совершенно не так. Это обыкновенная американская тюрьма. Только единственное отличие это было, мы были без наручников всегда. То есть нас и туда и везли без наручников, и там мы находились без наручников. По факту все вот эти детеншены — это просто перестроенные тюрьмы. Точнее, они даже не перестроенные, просто их сменили название. Вот и все. Там очень тяжело находиться морально. Просто очень тяжело. Там специально сделана вся атмосфера, чтобы вынудить тебя, дабы ты подписал самодепорт. Никогда такого не делайте, потому что если вы подпишете документы о самодепорте, вы будете больше ждать ваш депорт, нежели вас просто могут выпустить из этого детеншена. Никогда не подписывайте самодепорт. Это самое стрёмное, что вы можете вообще сделать. Просто нужно готовиться к интервью на страх, интервью на достоверный страх, проходить его позитивно, и все у вас будет хорошо. Значит, как подготовиться к детеншену? Я понимаю, что морально, наверное, подготовиться к всему, что там происходит, это невозможно, но у вас есть маленький шанс, чтобы как-то хотя бы себе сгладить ваши тюремные будни. Значит, вы обязательно должны будете иметь с собой наличные деньги, американские доллары, естественно, чтобы вам их зачислили сразу же, когда вас оформляют детеншн, вам их сразу же зачисляют на ваш счет комиссаре. Вы сразу же можете в этот же день заказать себе какую-то еду из комиссаре вот этого магазина. Это так называется магазин, где ты можешь раз в неделю заказывать себе какие-то дошираки, печеньки, шоколадки, газировку и все, в общем, в этом роде. И также ты можешь перекинуть с этого комиссария счета на свой аккаунт-счет, и вы можете совершать звонки онлайн, не онлайн, по видеосвязи. Если у вас в Америке кто-то находится, он регается в приложении, и вы можете по видеосвязи с ним созваниваться. Вот, в общем, такая система. Значит, отдельно хотела бы уделить внимание буллингу. В детеншне происходит жесткий буллинг, жесткий. В нашем детеншне я столкнулась с буллингом, и еще парочка девочек, тоже белых,
россиянок столкнулись с буллингом. Значит, как это все происходило? А, У тебя и так твое эмоциональное состояние очень сильно подавлено, потому что тебе тяжело в тюрьме быть психологически, потому что ты вроде бы ничего плохого не совершал. Да, сейчас все на меня набросятся и скажут, я пересекла границу, какая я плохая и все такое. По факту я не совершила никакого преступления, за которое бы посадили в тюрьму. Вот. Поэтому тебе тяжело осознавать то, что ты сидишь в тюрьме. Потому что я никогда в жизни своей даже ничего не украла и никому ничего плохого не сделала. У тебя как бы вот это все тебя нагнетает. И плюс еще девочки, которые там обитают в этих детеншенах, это все выходцы из стран Латинской Америки, либо Центральной Америки. То есть это Гватемала, Гондурас, Эль-Сальвадор, Венесуэла и так далее. Не все из них ведут себя порядочно. То есть была пара девочек, которые очень хорошо к нам относились, они нам помогали, и мы до сих пор как бы подписаны на друг друга в Инстаграм, и они молодцы вообще. В итоге они попали в Америку и вышли. Но иногда формируются такие банды, как я их назвала, женщин или девушек, которые очень агрессивно настроены против, в основном против белых. И они вот собираются, кучкуются и, по сути, начинают просто булить. Была, значит, что из этой банды... У нас была в блоке одна вот такая банда девчонок. И там была девочка, мне лет, может быть, было 19, я думаю, не больше. И, в общем, с чего все началось? В блоке было 2 микроволновки, и я хотела погреть воду. Ты можешь греть воду, кстати, кипятить только в микроволновке. Вот. Там нет ни чайника, ничего такого. И как это происходило? То есть одна подлетала там всегда к этой микроволновке была очередь. Одна подлетала какая-то женщина к этой микроволновке, занимала очередь, и вот их 10 человек этой банды, значит, готовила там себе еду, все такое. В общем, я прождала их, наверное, минут 20, пока они там готовили. И дальше они поставили свои кружки также греть воду. Я говорю, можно я тоже с вами поставлю, типа, 4-ю кружку? Ну, как бы 3 или 4 кружки греть одинаково, я считаю. В итоге они просто такие, типа, тебе нужно ждать, уйди, вот так вот просто от меня, типа, очень агрессивно, как бы, реагируют. Окей, я это схавала, как бы, пошла, в общем, я все это схавала. Дальше, значит, я стояла, в общем, у нас была очередь в столовую. Нас повели в столовую. И так как у меня было веганское меню, нам нужно было очень долго ждать своей еды, пока они приготовят отдельно веганское меню. Мы всегда с другой женщиной вставали первые в очередь, чтобы подойти в столовую и сказать, мы 2 вегетарианца, в общем, приготовьте нам, пожалуйста, еду. Вот. И, значит, я прохожу всю очередь, встаю в начало, и она мне такая, типа, «Эй, Руссо!» Вот так вот мне показывает, типа, иди назад, ты слышишь, ты чё тут как бы, типа, вперед встала. Хотя она прекрасно знала, что я веган, и мы просто подходим, просим еду, и дальше вся эта очередь проходит, а мы практически последние получаем еду. Ну, типа, какая разница, что я встану здесь? Ну, в общем, это заметила надзирательница, охранница, и в столовой я сижу, ем, никого не трогаю. Вот эта же девушка просто подходит и специально пихает меня своей жопой. То есть я сижу, она меня вот здесь вот просто специально проходит и пихает жопой. Я вскакиваю, меня все это вообще подрывает. Ну все, у меня уже точка кипения, все уже вот уже, 100 градусов, все. И я подскакиваю, она испугалась, она, видимо, думала, что я побежала ее бить. Мне как бы совсем ненормальная. Вот. Я побежала к надзирательнице, говорю, почему она меня трогает, какое вообще она меня имеет право трогать. Надзирательница подходит к этой банде, вот они как раз за одним столиком сидели, говорит девочки, на испанском как бы я поняла, что она им говорит, девочки, вам зачем эти проблемы, что вы тут как бы начинаете, давайте релакс. И они просто все взбунтовались, начали орать, показывать на меня, что я вот такая, вот что я типа больная, мне нужен mental health, они орали. Вот, я сижу, меня всю трясет. Я не понимаю вообще, что делать, потому что
ты реально не знаешь, кто с тобой рядом сидит. Может, она в своей стране убила там сотни человек, ты даже этого знать не будешь и дожидается своего депорта. Серьезно, такое может быть тоже в детеншн. И, значит, надзирательница тут же набирает security охране, он меня вызывает, спрашивает, в чем ситуация, я ему все рассказываю, и он говорит, хорошо, что ты хочешь, либо мы можем тебя отселить в другой блок, либо можем ее отселить. Я говорю, я здесь уже как бы привыкла, есть девочки, не только плохие, есть и хорошие, я бы хотела здесь остаться. Он говорит, хорошо, мы ее отселяем. И, значит, я иду вот от этого security мужчины по коридору, и навстречу мне она уже идет с вещами. И самое смешное, знаете, в чем? Что на следующий день она получила депортацию. Ее депортировали на следующий день. То есть, скорее всего, она проиграла все свои суды и интервью, и она дожидалась просто депортации своей. Вот. И это как бы сподвигло, что вот эта ситуация, чтобы ее быстрее депортировали. В общем, вот такая веселая история. Также я подверглась буллингу со стороны русскоговорящей девушки. Когда я заехала в это детеншн, я была в блоке одна, и затем ко мне подселили в наш блок девочку русскоговорящую. Значит, мы с ней общались. Она не знала языка английского вообще ноль, то есть она знала только русский. И я ей все помогала, пыталась как-то переводить, то есть я к ней относилась, хорошо. Но у нас с ней разошлись взгляды на жизнь во многих аспектах, что ей это очень сильно не понравилось. И в итоге, значит, что произошло? 2 недели мы с ней жили. Она как она потом выразилась, что она меня терпела эти 2 недели, как оказалось. Вот. И, значит, когда приехали уже в наш блог другие русские девушки и женщины, были ее знакомые 2, и она, видимо, заручилась поддержкой. И просто в какой-то день она послала меня нахуй и в пизду вот с такого расстояния. Хотя по факту я ей ничего вообще оскорбительного или плохого не сказала. Ничего. И я, конечно, была немножко в шоке, вот. Я сразу попросила, мы с ней рядом спали, я сразу попросила, чтобы меня переселили на другую кровать, вот. Написала, значит, на нее донос, потому что ибо нехер, вот серьезно. Хотелось бы еще обратиться к тем людям, которые поехали в Америку просто для того, чтобы все поехали, и мы тоже поехали. Ребят, вы когда из своих городов не выезжаете, вы хотя бы, живете в них, в России, вы хотя бы пытаетесь как-то, разнообразить свой кругозор. Попутешествуйте по своей родной стране, по своей, России или откуда вы, Беларусь, я не знаю. Может быть, вас привлекут города, которые есть в России, например. То есть эта девочка была из маленького города Ульяновск, и, я так понимаю, она ни разу не выезжала никуда из своего города, и вот первое их путешествие с мужем — это была Америка. Я считаю, что нужно сначала путешествовать хотя бы по России, понять вообще, как люди живут, потому что в маленьком городе у тебя нет такого широкого кругозора, как у людей, которые путешествуют по заграницам. В общем, вы поняли. В общем, я не считаю, что это ее поведение было какое-то корректное. Напишите мне в комментариях, в общем, нормально так вообще к людям относиться или нет, потому что для меня это был шок. Я никогда в жизни такого не позволяла сделать с кем-то. Я никогда никого не посылала с 5 сантиметрах от лица. Для меня это, конечно, был шок. Также из-за того, что мне было тяжело морально в этом детеншн, я попросилась к психологу. Тебе, если нужен, какая-то медицинская помощь, неважно, это просто медсестра или психолог, ты записываешься, делаешь реквест на планшете. У нас были планшеты, которых была система, тюремная специальная система, и ты можешь там делать реквест. Реквест — это типа обращение. Ты можешь там написать своему айс-офицеру, в какие-то еще разные инстанции по поводу детеншн. Можешь написать в службу ОАДО, это омбудсмен, который занимается содержанием
как ты, как это сказать, в общем, содержанием в детеншн, что с тобой тебя кормят, тебе предоставляют медицину, то есть тебя одевают и все такое. Кстати, не бойтесь писать в OADO, они реально работают, потому что я писала жалобы, и на них отреагировали довольно быстро, и женщина приходила с нами, в общем, разговаривала. Вот, и также ты можешь написать в Medical, если с тобой что-то случилось, например. И вот я писала запрос, чтобы мне сделали запись к психологу. Я поговорила с психологом, и она назначила мне визит к психотерапевту, чтобы он мне назначил лекарства, потому что я не могла спать, мне было очень плохо. И этот психотерапевт назначил мне антидепрессанты, которые я начала пить. Первую таблетку я выпила вечером, и мне тут же стало плохо. В общем, потом я стала пить по половинке. И, наверное, это единственное, что меня спасло в этой ужасной ситуации. Потому что иначе, у тебя появляются максимально плохие мысли. Ты реально начинаешь думать, либо о самодепорте, либо о каком-то суициде. Хотя по факту ты понимаешь, что возвращаться-то тебе и некуда, вот, и у тебя просто безвыходная ситуация, и ты понимаешь, что ты своей жизнью вообще не обладаешь, ты ей не контролируешь, все решают за тебя какие-то другие люди. В нашем детеншене постоянно были какие-то как это назвать? В общем, там люди постоянно все что-то путали. У нас могли отправить девочку на депорт, хотя по факту у нее было позитивное интервью, и на следующий день они такие: ой, а мы ее на депорт отправили, а у нее же позитив. Ой, ну давайте ее вернем. И в итоге ее возвратили тогда и выпустили в Америку. То есть бывали даже такие случаи. И вот к чему я, кстати, говорила, про подготовку к детеншн. Заручитесь какими-то знакомыми или родственниками, которые будут вам помогать. То есть скиньте им все номера, найдите заранее примерно какого-нибудь адвоката, чтобы у вас все это было заранее. Возьмите с собой наличные деньги, чтобы их положили на счет. Просто максимально, пока вы сидите в Мексике, максимально старайтесь подготовиться к детеншн. Что, собственно говоря, я и сделала. Хотя я не ожидала, что я туда поеду, но в итоге все равно я подготовилась. Ну и еще парочка слов про то, как вообще выглядел у нас детеншн. Значит, у нас было 6 блоков, примерно по 100 с чем-то человек женских, и еще несколько было мужских. Наш блок, 5 блоков выглядели идентично. Это был огроменный ангар, похож на гараж какой-то для ремонта КАМАЗов. Очень огромные, огроменные потолки. И там вот у нас было на 112 примерно коек, но в среднем где-то все было занято, 80-100 человек было в этом ангаре. Я прикреплю сюда фотографии, я нашла на сайте, как все это выглядит. Прям реальные фотографии с нашего детеншн. Значит, посередине у вас есть столы, где вы можете там разукрашивать разукрашки, читать книги, что-то такое делать, сидеть в планшетах. И также за перегородкой, вот примерно вот посюда она находится, унитазы и душевые. То есть вы моетесь или ходите в туалет, все это абсолютно открыто, тут же рядом с вами, знаете, помните, как в детском садике, вы сидите на горшке, и рядом с вами кто-то сидит. Вот это абсолютно та же самая ситуация, все было идентичным. Конечно, первое время к этому тяжело привыкнуть, вот, но потом привыкаешь. Вода, которая была в кулерах, она была из-под крана, у нас у всех скрутило животы, у нас были проблемы с ЖКТ первую неделю, ЖКТ были первую неделю проблемы. Это абсолютно у всех, вот. Потом мы уже нашли, там, нам выдали кружки, или мы их там покупали, и мы уже кипятили эту воду в микроволновке. Ну, помните историю про микроволновку. Значит, что касается интервью. Интервью в нашем детеншне проводилось очень быстро. У нас вдвоем с девочкой взяли интервью на второй день пребывания. Длилось оно у меня 2 часа, 30 минут, из которых были просто классические вопросы, что, кого, где, как, в общем, ничего по кейсу. И дальше 1,5 часа были вопросы по кейсу. Интервью было в специальной будке по телефону, и по телефону также был переводчик русскоговорящий. Первые 1,5 часа у меня был просто прекрасный переводчик,
переводчик, который просто шикарно мне переводил. Потом уже он сменился через последние 30 минут была очень плохая женщина-переводчик. Я очень пожалела, что я ее не сменила. Вы можете сменить переводчика в любую секунду. Если вам не понравилось, как он переводит, ничего страшного в этом нет. Просто говорите: я хочу сменить переводчика, и меняйте его. Вопросы все по кейсу были стандартные, ничего такого нового. Потому что, я готовилась к этому, пока сидела в Мексике, то есть у меня все было с этим схвачено. У нас очень много женщин получало негатив в нашем детеншене, но я считаю, что их вина была полностью на их плечах, потому что кто-то не готовился, кто-то просто сказал: ой, у меня все на муже, я ничего не знаю, кто-то принадлежал каким-то плохим группировкам, либо там полиции или чему-то еще. Я считаю, что перед тем, как мы идем на интервью, они уже знают наш бэкграунд, они уже примерно пробивают нас по базе. Пусть даже не говорят, что у них нет никаких баз, у них все абсолютно есть. Они все это знают, и я думаю, что если ты просто не смотрят на твою реакцию, как ты там проколешься, не проколешься в каких-то моментах, вот и все. Если твой бэкграунд чист, у тебя все было как бы ок в своей стране, то ты пройдешь спокойное интервью, и у тебя будет, если слаженная, хорошая история, вот и все. Никак меня не пытались запутать на интервью, никаких у меня вообще претензий к офицеру, который проводила, нет. Но у меня были классические, обычные вопросы: что, как, зачем и почему. Вот. Поэтому, ребят, что хотела сказать в заключении. Пока вы сидите в Мексике, готовьтесь, пожалуйста, к интервью. Учите английский, потому что вам будет очень тяжело. В детеншене все на испанском. Но если ты как бы запрашиваешь, тебе делают перевод на английский. На русский вам никто там переводить ничего не будет. В исключительных случаях они звонят переводчику и переводят. Поэтому, если вы знаете английский, у вас сразу плюс 100 баллов вам, вот. Или учите, хотя бы старайтесь его учить. Гоняйте себя по кейсу каждый день, прекращайте бухать в Мексике. В общем, как-то так. Также хотела дополнить небольшое обращение к родителям или к родственникам, чьи ребята, там, девочки, ожидают детеншн, ждут детеншн. Пожалуйста, максимально все как-то сглаживайте. Если вам звонят, ваши родные из детеншн, там настолько плохая атмосфера, что это может быть иногда грубо. Ты можешь иногда срываться на кого-то, что-то говорить, за что потом тебе будешь жалеть. Не обращайте на это внимания, потому что состояние человека, оно реально как будто ты в психушке находишься. И если у вас на воле случается какое-то, плохое событие, пожалуйста, не говорите об этом человеку, который сейчас находится в заключении. Потому что, когда я была в детеншн, у меня заболела очень сильно моя кошка, которая сейчас, находилась у бабушки. И я просто все дни плакала. Я не могла вообще говорить об этом. И я такая думаю, почему зачем мне вообще это сказали? Лучше бы мне сказали, когда я вышла. Ну и по факту, когда я вышла, моя кошка умерла. Вот. Я даже ходила, жаловалась к психологу, что мне очень грустно, больно, потому что я здесь нахожусь в 4 стенах, и я ничего не могу сделать, потому что эта кошка для меня была как ребенок, а по факту я ничего не могу сделать для нее сейчас, потому что я нахожусь в такой ситуации. Поэтому максимально помогайте тем людям, которые сидят в детеншн. Я благодарна всем, кто мне помогал, мои родные, близкие, друзья, знакомые, люди, которых я даже не знаю. Всем огромное реально спасибо. Это прям реально помогать. Там очень тяжело, вот честно. Не описать никакими словами, когда у тебя забирают твою свободу. Это самое отвратительное, что может быть в жизни. Это реально самое отвратительное. Я думала, что... То есть я никогда в жизни не думала, что я попаду в какую-то там тюрьму. Для меня это было, вот честно, для меня это было хуже смерти. То есть я не так боялась умереть, потому что, чем я боялась попасть в тюрьму, и все равно я в нее попала. Как говорят, от тюрьмы, да, не зарекайся, или как там говорят, напишите. Что хочу еще сказать вам, пожелать. Всем удачи. В общем,
Кто хочет, тот оказывается в Америке, все реально. Вот, пробуйте, дерзайте. Всем хорошего дня, всех люблю, целую, пока-пока.